Любимый премьер всех украинцев и мой в том числе европейский премьер Арсений Петрович Яценюк сегодня дал эксклюзивное интервью. Я послушал и заплакал. Хочу, чтобы заплакали и вы. Итак, о едином казначейском счете и о деньгах, которые на этом счете находились в момент, когда Яценюк стал премьером. Это интересно. Рік тому, коли був призначений на посаду прем'єр-міністра України, у нас на єдиному казначейському рахунку було аж 108 тисяч гривень. Это он говорил 24 марта. Запомнили, 108 тысяч гривен. Эту же цифру, 108 тысяч гривен, он повторил и сегодня в своем интервью. Рік тому, коли я став прем'єр-міністром, у нас в казначействі, окрім щурів, ще було 108 тисяч гривень. І все. Пусто. А теперь послушаем, что говорил Арсений Петрович Яценюк через 3 дня после прихода во власть. 27 февраля с трибуны Верховной Рады. На єдиному казначейському рахунку знаходяться не мільярди і не сотні мільйонів. Було зафіксовано залишки на єдиному казначейському рахунку в розмірі 4,3 мільйона гривень. 4 миллиона 300 тысяч гривен превратились в 108 тысяч гривен. Счет тот же самый. Премьер тот же самый. Ну, это же он, правильно? Ну, только цифры разные. И это не единственные цифры, которые немножко разнятся. Слушаем. Сьогодні вранці на казначейському рахунку держави 15,5 мільярдів гривень. 24 марта на казначейском счете 15,5 миллиардов гривен. Сегодняшнее интервью, это получается, сколько у нас прошло? Чуть больше недели. Сьогодні на казначейському рахунку 32 мільярда гривень. Опа! Как за неделю увеличить средства на казначейском счету в 2 раза. Не иначе Арсений Петрович золотую антилопу себе завел. Ретроспектива, это мое любимое видео. Арсений Петрович говорит, что когда Азаров говорил, что МВФ требует заморозить пенсии, а также увеличить тарифы, Азаров врет. Але коли прем'єр-міністр Азаров заявляє про те, що Міжнародний валютний фонд від нього вимагає підвищити тарифи, зменшити зарплати і заморозити пенсію, він, м'яко кажучи, каже неправду. Сегодняшнее интервью. Тот же самый премьер. Вернее, тогда он премьером не был, сейчас он европейский премьер. И что он говорит? Не буду від вас ховати інформацію про те, що коли ми проводили перемовини з МВФом, нас дуже просили підняти тариф одноразово зразу до ринкової ціни. Але ми пояснили, це нереально. І таким чином ми на 3 роки розтягнули підняття тарифів. Так что, Азаров не врал, когда говорил, что МВФ требует поднятия тарифов для населения? Азаров не врал. А кто врал? Получается, Яценюк врал. И сейчас врет. Сейчас врет. Давайте я вам это докажу в очередной раз. Смотрите, Арсений Петрович говорит, если бы реформы в Украине шли как-то не так, то нам никто кредитов бы не давал, которых мы набрались уже выше крыши. Якщо би або темп, або швидкість, або напрямок не відповідав тому, що очікує світ, нам би ніхто 25 мільярдів доларів не дав. 25 доларів би ніхто не дав, а не те, що 25 мільярдів. То есть вы поняли, ну что-то шло не так бы, и никто бы ничего не давал. 27 февраля, Яценюк 3 дня при власти. Что он рассказывает про кредиты, полученные Януковичем? Отримано 37 мільярдів доларів кредитів, які зникли в невідомому напрямку. Подумаем логически. Яценюк сказал, что 25 долларов никто не дал бы, если бы реформы в Украине не проводились. Но он же сказал, что Янукович получил 37 миллиардов долларов кредитов. Получается, и при Януковиче реформы продвигались, и при Януковиче страна двигалась в нужном направлении. Иначе, ну он же сам сказал, никто не дал бы не то что 25 миллиардов, но 25 долларов никто не дал бы. Просто Яценюк врет. Давайте это признаем. Вот сейчас вы можете это оспорить? Не можете. Потому что я доказывал, доказываю и еще 150 раз докажу. Он врет. Он врет. А из-за чего он врет? Потому что вы забываете его слова, вы делаете вид, что не помните его слова, а он относится к вам как к идиотам абсолютным, которые не способны посмотреть его же видео годичной, двухгодичной, трехгодичной давности.